Знаете, очень тревожно на душе. Такое впечатление, что страна идет к краху буквально семимильными шагами. Это один из самых неудачных бюджетов, которые я припоминаю за последние годы по одной простой причине. Страна находится на грани экономической и финансовой катастрофы. Такая ситуация предполагает, что нужно принимать неординарные решения и неординарные шаги. А що це за Предложенный нам бюджет – это всего лишь навсего калька с бюджета еще 2019 года. Любой бюджет вытекает из бюджета прошлого года. Вы посмотрите, какая ситуация идет сейчас с финансированием капитальных вытрат. Да, нам поднимают на плакат «Велике будівництво», но десятки, если не сотни статей так и не начали быть финансированы по статье «Капитальные вытраты». Это все означает, что «Велике будівництво» – это профанация, это политический шаг, не более того. Конечно, есть просто, ну, вы знаете, я употреблю такой термин «бредовые цифры». Вот как коллега упоминал, это рост ВВП 4,5, по-моему, процента заложенный, но это просто нарисовано. Правительство нам говорит, что этот бюджет сбалансированный. Ну, во-первых, два замечания. Какое правительство говорило, когда принимало бюджет, что их бюджет нереалистический, нереалистичный и не сбалансированный? Да не было такого. А теперь посмотрите, какая ситуация с траншем от МВФ, который вы упоминали. Он действительно завис в воздухе. Можем ли мы жить без этих денег? Да, можем. Но тогда нам должны реструктуризировать долги, которые есть. А этого никто не будет делать в создавшихся условиях. Проект бюджета, который будет вынесен, сейчас я закончу одну мысль, который будет вынесен, очевидно, на следующую неделю, он рассчитан на основе июльских макропрогнозов. С тех пор ситуация кардинально ухудшилась. Проект бюджета, который будет вынесен, он кардинально не отличается от того, который был вынесен на первое чтение. Да, поменялись пропорции перераспределения денежных средств, но самое главное, что ни о какой системности и ни о каких шагах, которые могут хоть как-то помочь стране выжить в это сложное время, не предложен. Более того, я вам скажу, что если этот бюджет будет принят в этой редакции, и мы не получим помощь от международных финансовых институций, то не надо быть никаким финансовым экспертом, тут просто можно взять калькулятор и посчитать, что уже где-то к маю